Всем привет, дорогие друзья! А вы по-прежнему на нашем канале. И наконец-то мы прибыли в Арабские Эмираты, в город Дубай. Здесь мы не были 2 года. Приехали сюда не только путешествием заниматься, но еще и различные деловые мероприятия посетить. Берем вас с собой, покажем вам этот замечательный город с его уникальной атмосферой. Мы решили остановиться в этом отеле в самом центре Дубая, потому что у нас с Алексеем намечается большая деловая и культурная программа. И нам важно было остановиться в самом центре Дубая, именно в шаговой доступности от всех деловых встреч, конференций и культурных мероприятий. Но нас не может с ними не впечатлять уже в который раз красота центра Дубая, архитектура масштабная, красивая Бурдж-Халифа, огни ночного города. Поэтому мы имеем возможность вот за этим окном любоваться на это каждый день. Одной из главных визитных карточек Эмиратов, конечно же, являются их невероятные небоскребы. Бурдж-Халифа – это не просто самая высокая башня в мире, это символ амбиций и инноваций. А многие инвесторы со всего мира приезжают сюда для вложений в недвижимость. В Дубае просто невероятные небоскребы, повсюду высокие стильные здания, и каждый из них как будто отдельная история. Такой масштаб и стиль сложно представить, пока не побываешь в Дубае. А центр города вечером – это что-то особенное, все подсвеченное, столько огней, красиво, кажется, что жизнь тут кипит даже ночью. И, конечно же, Бурдж-Халифа – это главный символ Дубая. Вечером она светится, и видно ее издалека, красивая подсветка, и сразу чувствуешь, какой мощный город вокруг. Несколько дней нашей поездки были посвящены форуму Blockchain Live 2024. Это большое событие, где собирались эксперты со всего мира, чтобы обсудить новинки и тренды в блокчейне. Было очень интересно и достаточно полезно. Ну что, дорогие друзья, мы вас знакомим немножко с Дубаем, но цель нашей поездки в этот раз деловая больше. И мы с Алексеем находимся сегодня на 2-м дне форума Blockchain Live 2024. Некоторые моменты мы расскажем на своем 2-м канале GS Electro, так что подписывайтесь, переходите туда, кому интересно будущее криптовалюты и блокчейна. А здесь мы вам просто немножечко покажем, что такое деловая среда, деловые мероприятия, форумы и выставки именно в Дубае, которые сейчас проходят. Вот в данном случае это мероприятие. Берем вас с собой, чуть-чуть приоткроем, но все показывать не будем. Это 13-е уже мероприятие, которое проходит. Отрасль очень молодая. Мы здесь как представители именно компании, испанской компании, которая строит солнечные электростанции, автономный майнинг-центр. И сразу для вас инсайдерская информация, то, что мы услышали вчера на форуме от многих выступающих, что будущее вообще майнинга именно за независимость, за зеленой энергетикой, то есть майнинг-центр, который работает от солнечных подстанций и не берут энергию от сети, потому что каждая страна, каждое государство в будущем будет очень жестко относиться к майнинг-центрам, которые потребляют большое количество энергии. Именно здесь, в Дубае, многие считают, что Дубай здесь такой майнинг-остров, в котором все возможно. К сожалению, нет. В Дубае уже есть проблемы с электричеством, и такая страна, как Испания, и те страны, в которых есть много солнца, это перспективные страны именно для майнинга и для строительства автономных майнинг-центров. Поездка в этот раз у нас получилась очень насыщенная, интенсивная, было много мероприятий, встреч на форумах, но мы включили сюда и культурную часть. В нашей программе было несколько интересных событий, сейчас мы как раз едем на одно из них, покажем вам, это Дубайская опера, очень красивое здание, обязательно покажем вам его поближе, перемещаться по городу, кстати, очень удобно, такси здесь комфортабельные и достаточно доступные по цене. Мы много передвигались именно так, это быстро и достаточно удобно. Дубайская опера открылась в 2016 году и с тех пор считается одной из самых красивых площадок города. Она выполнена в виде арабской лодки Доу, и это здание впечатляет своим современным дизайном. Здесь проходят мировые концерты, мюзиклы, балеты, оперы, а также выступления знаменитых артистов. И это место уже стало культурным центром для жителей и гостей Дубая. Мы с Алексеем давно хотели посетить какое-нибудь культурное мероприятие в
Дубае. Сегодня у нас есть такая возможность, несмотря на нашу деловую цель поездки, плотный деловой график, мы все-таки решили уделить внимание и культуре. Сегодня мы находимся у Дубайской оперы. У нас будет очень интересный концерт знаменитого гитариста. Мы зашли в здание оперы. Сегодня здесь будет концерт гитариста Глена Хьюза. Он известен как участник группы, например, Deep Purple. И кто знает, тот знает, что его гитарная игра всегда отличалась мощным звуком и оригинальностью. Из Дубайской оперы открывается шикарный вид, дорогие друзья, на фонтан знаменитый, музыкальный, и на Бурдж-Халифа. Вот она прямо по курсу. И здесь фонтан, немножко отсвечивают, бликуют стекла. Чистые, чистейшие. Вот поэтому такая красота. Сегодня на концерте Глена Хьюза нас удивляет не только его игра, но и уникальный музыкант, барабанщик, который с ним на сцене. Это один из самых талантливых барабанщиков, и его техника просто потрясает. Помимо этого, хочется сказать, что в опере в последнее время проходили и другие захватывающие концерты. Здесь выступали легенды рока, также можно было понаслаждаться классической музыкой, насколько нам известно, джазовыми вечерами. В общем, атмосфера в здании всегда неповторимая, как мы слышали отзывы людей, которые здесь живут, и каждый концерт – это настоящее событие. Думаю, что будет интересно при посещении Дубая посетить оперу, так что имейте в виду, дорогие друзья, смотрите еще и такую часть культурной программы. Ну, а вечером в Дубае жизнь оживает, спадает жара, и все выезжают на улицу, выходят на улицу. Вечером в Дубае приятно прогуляться по красивым, ярко освещенным улицам. Город буквально сияет огнями. Особенно красивые фонтаны в ночи, которые становятся еще эффектнее. Чистота, порядок, комфорт. А с ноября по март в Дубае не так жарко, и вечерний воздух становится приятным, прохладным, что делает прогулки особенно уютными. Можно просто погулять по улицам, наслаждаясь видами на Бурдж-Халифу, музыкальный фонтан. Можно прокатиться на лодке, а можно прокатиться на лодке с ужином. Если же просто хочется где-то отдохнуть, всегда можно зайти в уютный ресторан, которых здесь множество, а также кухни разных стран присутствуют в них, и просто поужинать с видом на фонтан, поужинать с видом даже на Бурдж-Халифу. Мы решили немного обновить свой имидж и заодно узнать, как здесь, в Дубае, выглядят салоны красоты. В этом салоне красоты, куда мы зашли, атмосфера приятно нас удивила. Было уютно, современно, с вниманием каждой мелочи. Тут даже запахи такие арабских духов. Парикмахер оказался не местный, он из Непала. И он рассказал нам очень интересные вещи о своей родной стране. Он рассказывал нам о шерпах, о том, как их с детства готовят к своей миссии. Вы знаете, что шерпы – это не просто люди, которые помогают альпинистам на Эвересте. Они готовятся к этому делу с самого детства, тренируют свою выносливость и устойчивость к холоду. Это просто невероятно. Стрижка, кстати, обошлась в 37 евро. Для Дубая это вполне нормальная цена, но для Испании это, конечно же, немножечко дороговато. Сутки цены. Как тебе, Леша, здесь? Как же не попасть в дубайскую периферию? Попробуем сейчас. Тут тоже, видишь, Себастьян, Велла. А мне предложили немножко кофе. Золотые рыбки. Только почему-то их 3, а не 7. Ну,
а дальше мы зашли совершенно случайно в один музыкальный магазин, где нас встретил управляющий этим магазином Илья. Он уже 9 месяцев работает здесь, в этом магазине в Дубае, и продает уникальные музыкальные инструменты, привезенные со всего мира. Мы заглянули в его магазин, чтобы узнать, как здесь в Дубае строят карьеру, занимаются бизнесом, таким необычным достаточно бизнесом, как инструменты, и продают как их, и как работает вот этот музыкальный магазин. Была очень интересная беседа. Как вас зовут? Меня зовут Илья. Илья, Очень очень приятно. приятно. Илья, мы познакомились только что, прямо вот у вас в кадре. И Случайно зашли. Верный Спейн называется, мы в Испании. Случайно зашли и увидели вот это великолепие. Мы много раз видели, как люди играют. И просто расскажите, что это за инструмент, как называется? Данный инструмент называется язычковые барабаны, если по-русски, по-английски tongue drum, то же самое. Они отличаются между собой, как мы видим, по дизайну, по размерам и по звукам, естественно. А есть еще вот такие вот инструменты. Они очень похожи, это тоже из семейства поющих барабанов, но это называется handpan или ханг. Магазин принадлежит одному человеку, Антону из России, и другому из России, Александру Караваю. Они объединились в Дубае, открыли второй магазин. Классно. Молодцы. Ну что, Меня да. взяли управляющим. Великолепно. Что? А я научился играть просто потому, что я как бы здесь работаю. То есть я до этого на этих инструментах тоже не играл. Но они... А музыкальное образование есть вообще, нет? То есть это любой человек Ну может вот взять да. и начать? То есть тут было бы такие же желание, да? инструменты, просто очень легко ошибку сделать нельзя. Даже на флейте. Вот я Мгм. любую комбинацию буду играть. Звук пошел, да. Всегда все будет красиво звучать. Супер. Класс. Просто нужно приловчиться, как бы попадается, закрывать отверстия, и все будет работать. Так же на всех остальных. На самом деле в Испании все дети, которые в школе учатся, они с младших. На флейте играют, да, да. У нас, да. Вообще детям нужно давать заниматься музыкой, пусть даже будет легкий инструмент, но когда они начинают ее слышать, а вот если гармония, когда ноты тут не настраиваются, это очень сильно влияет на развитие мозга, особенно в раннем возрасте. Поэтому вот если в школе во многих странах дают заниматься флейтой или каким-то другим инструментом. Ну что, развитие вашему магазину? Я такие вещи даже не видела и не слышала. О, как интересно. Мы уже 15 лет летаем в Арабские Эмираты и в очередной раз замечаем, как здесь развивается транспортная система. Конечно, пробки еще есть, но над этим активно работают. В этот раз мы заметили, что в Дубае появились электросамокаты и велосипеды, которые можно взять в аренду. И это еще один способ избежать пробок, особенно когда нет жары. Кроме того, здесь есть удобные пешеходные переходы с кондиционерами, что делает прогулки по городу комфортными даже в жару. Мы, кстати, часто ходили по таким переходам, которые оснащены траволаторами, эскалаторами и лифтами. Они соединяют важные места города. Например, мы по таким переходам попадали в метро или в торговый центр, как Дубай Молл. Это очень удобно, особенно для людей с ограниченной подвижностью. Все продумано для их комфорта. Конечно, в часы пик, когда люди идут на работу или с работы, народу в Дубае действительно бывает довольно много. Вот в таких переходах. Есть здесь современное метро, это удобный способ перемещения, но в эти часы оно, как и многие другие места, становится довольно загруженным. В этот раз мы на метро не ездили, но стоит отметить, что в Дубае есть и другие удобные способы передвижения. Например, современное такси. С сетью такси здесь все отлично, и мы активно пользовались этим видом транспорта в нашей поездке. Это достаточно быстрый и комфортный способ добраться в нужную точку города. В Дубае очень приятные
и комфортные пешеходные переходы. Сейчас мы идем из отеля практически сразу в Дубай-молл. Здесь есть траволаторы, как в аэропорту, крытое помещение в тени, которое спасает от жары, от зноя дубайского. За окном шикарные виды, высотки. И прохладно, потому что здесь работает кондиционер. Приятно перемещаться. А если же погода позволяет, то можно воспользоваться самокатами и электровелосипедами, что особенно удобно в более прохладное время года. Однако помимо этого в Дубае также широко распространены такси, как я уже сказала. Здесь есть приложение Карима, оно позволяет выбрать не только обычные такси, но и электромобили, в том числе такие как Tesla, а также более люксовые варианты, например, Lexus, хотя их стоимость значительно выше. Стоит отметить, что Карим предлагает различные уровни сервиса, включая эконом-опции, премиум-класса опции, что позволяет выбрать удобный и подходящий по цене транспорт в зависимости от ваших потребностей. Во всяком случае, мы в эту поездку очень пользовались часто этим приложением и вот ездили на таких интересных электромобилях. Ну а если вы хотите в Дубае проплыть, проехать не на такси, а на водном транспорте, то есть морская вот такая транспорт-стейшн. Вот такая остановка. И можно плыть, садиться и плыть туда, куда вам, собственно, нужно. Так что Дубай достаточно развит в плане транспорта, инфраструктуры, культуры, шопинга, отелей. За моей спиной отель Хилтон. Много хороших, 5-звездочных, достойных отелей. Недвижимость от вилл до студий в высотках. Ну и, соответственно, все виды отдыха. Рестораны, прогулочные корабли, катера, яхты. Все, что угодно. Все на ваш вкус. Итак, дорогие друзья, культурная программа наша продолжается. Алексей, войди в кадр и скажи, куда мы сегодня идем. Друзья, новое шоу, кто был на цирке Дю Солей, примерно то же самое, открыто сейчас в Дубае. Шоу называется «Ла Перле», тоже с французским таким названием. Ну, посмотрим, расскажем, покажем вам. Шоу «Ла Перль» в Дубае открылось в 2017 году. Это уникальное представление проходит в специальном театре в комплексе Аль-Хабтур-Сити рядом с отелем Кемпински. С момента своего открытия шоу привлекло множество зрителей благодаря своему захватывающему формату, который включает акробатику, водные трюки и современные технологии. «Ла Перль» стала важной частью культурной жизни города и продолжает радовать зрителей по сей день. Мы его тоже посетили. Обычно цирк начинается с вешалки, у нас с кафе. Давай расскажем для тех, кто думает, что в Дубае, в Арабских Эмиратах вообще запрещены алкогольные напитки. Нет, в Дубае как раз таки разрешены Вот. в барах, в ресторанах, в отелях, все это возможно, но нет в магазинах. В обычном магазине алкогольные напитки купить невозможно. Есть некоторые лайфхаки, кто живет в Арабских Эмиратах, они прекрасно знают, есть специальные магазины. Но мы не будем об этом Называются они рассказывать. duty-free, Мы не будем об этом рассказывать. находятся в некоторых Мы регионах. купили себе шампанское, потому что это как культурное помещение, да, цирк, можно так сказать, и вино. Наверное, испанское. Ну, пойду сейчас спрошу, какое вино. Шоу «Ла Перль Дубай» – это уникальное представление, созданное под руководством знаменитого режиссера Франка Драгона, который ранее работал на цирк Дю Солей. В этом шоу участвуют 65 артистов, которые выполняют сложнейшие акробатические трюки, многие из которых происходят в воде. Ла Перль не использует животных, а делает акцент на акробатике, воздушных номерах, водных шоу, световых эффектов, музыки. Важно отметить, что сцена театра может быть быстро преобразована, превращаясь из сухой в водную,
что добавляет дополнительный эффект. Насколько нам известно, музыку к шоу написал композитор Эрик Муро. В ходе представления используются не только акробатические номера, но и яркие световые эффекты, как я уже сказала, которые усиливают атмосферу и подчеркивают всю визуальную мощь шоу. Продолжительность составляет около 90 минут, оно проходит без перерывов. Мы были в полном восторге. При следующем посещении Дубая обязательно посетим вновь. И вам, дорогие друзья, рекомендуем, посетив Дубай, обязательно сходите на это шоу. Также могу сказать, что Дубай для любителей шопинга – это идеальное место. Шопинг Дубая – это не просто покупки, это целая культурная и развлекательная атмосфера. Мы посетили два из самых известных торговых центров – это Дубай Молл и Эмирейтс Молл. И в каждом из них есть не только магазины, но и уникальные возможности для отдыха и развлечений. Дубай Молл, например, это не просто один из крупнейших торговых центров в мире, но и целый комплекс для досуга. Здесь можно найти различные магазины, люксовые бренды, но также и более доступные марки. Помимо шопинга, стоит также отметить, что в Дубай-молле есть множество кафе, ресторанов с разнообразной кухней, от итальянской до японской. Так что можно не только купить что-то интересное, но и сделать перерыв, наслаждаясь вкусной едой. Это, дорогие друзья, мы идем по навигатору в Дубай-молле. Очень сложно. Здесь большущий магазин, огромный. И можно заблудиться. Поэтому лучше взять с собой навигатор. Смешно, но это так. Украшения Фаберже. В Дубай-молл находится один из самых больших аквариумов в мире, где можно увидеть тысячи морских существ, включая акул и скатов. Это одно из самых впечатляющих мест, которые стоит посетить, находясь в торговом центре. И мы в нем уже бывали несколько раз. Кроме того, по самому торговому центру удобно перемещаться на электромобилях, если у вас устали ноги, которые работают как платно, так и бесплатно. Это делает прогулку по моллу еще более комфортной и удобной для посетителей. Друзья, сходили мы в такую пекарню, и нам вот дали подарок от пекарни. Такие два пакета, там хлеб, журналы. Хлеб, журналы. Очень приятный подарочек, неожиданно. Вот такая бэкэри шоп и бэкэри кухня. Здесь можно перекусить. Все. Вот такой полезный хлеб был в этом пакете. Вот здесь написано про основателя и владельца этого заведения, который встречался даже с Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварценеггер посещал вот это вот заведение. Ну, а вот это вот меню такое. В общем, интересное местечко. Baker's Kitchen называется. Ну и тут тоже хлебушек. Приятненько. Хорошее начало дня. Из наших многочисленных поездок в Дубай я хочу сказать свои впечатления, что здесь нас удивляет именно то, что здесь современность, современные элементы сочетаются с восточным колоритом. И в Дубае можно найти различные магазины или рынки, где продаются традиционные товары, красивая посуда с восточными орнаментами, красивые кувшины, красивые какие-то элементы, сувениры, специи, золото, духи. И именно это создает удивительное ощущение, это когда ты чувствуешь атмосферу восточных традиций, но при этом наслаждаешься комфортом современного города, технологичного города. И всегда отсюда можно привезти красивые, запоминающиеся сувениры не только себе, но и своим друзьям, близким. В один из дней мы зашли в потрясающий книжный магазин «Дубай Молл». А для меня это словно попасть в мое книжное царство, напоминающее мне работу в библиотеке. С бесконечными полками, сотнями тысяч книг и даже характерным запахом бумаги.
Вот в этом магазине, нам сказала продавец, почти 1 миллион книг на разных языках. Здесь можно найти литературу на арабском, английском, французском, испанском и даже русском языке. Есть особенные книги, например, «Моя история», автобиография шейха Мохаммеда Ибн Рашида, где он делится историей своей жизни и взглядами на будущее Дубая. А еще есть тут книга о счастье от шейха Мухаммеда, наполненная его размышлениями о позитиве и мировоззрении, цитатами. В общем, мы приобрели себе такую, зачитались. Этот магазин вообще впечатляет не только масштабом, но и атмосферой. Здесь хочется остаться и найти что-то новое для себя. Мы, кстати, без книги из этого магазина не вышли. С собой купили парочку интересных книг. Одно из интереснейших мероприятий. Мы за место Бурдж-Халифа идем тоже вот Skyviews. Кстати, этот дом только высотка. построился. Высотка только построилась. В прошлый раз, когда мы здесь были 2 года назад, ее только строили, вся была в лесах. И вот сейчас можно уже посетить, посмотрим, как изменилось. Да, сейчас зайдем, посмотрим. Алексей, скажи нам быстренько, сколько у нас стоили билеты на двоих? Билеты стоили 80 дирхам. Это просто прогулка вот именно по вот этому стеклянному полу. Ну там есть еще экстрим. Да, также можно купить, стоит 150 дирхам, стоит экстрим, там проход, катание по стеклянной горке, ну и там различные напитки и так далее. Ну, в общем, мы просто идем с обзорной экскурсии, покажем вам виды сверху на Дубай. Почти как Бурдж-Халифа. Как у всех. Так, мы сюда поднялись. 219 метров. С половиной. В общем, это альтернатива Бурдж-Халифе. Можно не подниматься на Бурдж-Халифа, а 219. А Бурдж-Халифа у нас какой высоты? Нет, ну там... Выше? Нет. А, вот Бурдж-Халифа. Бурдж-Халифа 828, но прогулочная терраса, она почти на этом же уровне, там на 320 метров. Вот вы видите Бурдж-Халифа, все высотки. Мы видим, ну все, короче, можем обзирать. Персидский залив. Кто смелый, тот может зайти, там, покататься по стеклянной горке прозрачной, пройти вот по этому проходу, пристегнувшись. Ну, это дополнительные траты. Мы, в принципе, сегодня не готовы морально. Вниз спустимся, да, пройдем. И, кстати, в Дубае очень много интересных, уникальных зданий. Такое строительство, которое не встретишь в Испании. Вот это мы идем по стеклянному полу. Кстати, здесь есть такая же фрейм Дубай, рамка Дубая, где тоже также есть стеклянный пол. Это что касательно уникальности и размаха строительства в Арабских Эмиратах, в Дубае. Так что, дорогие друзья, если вы не боитесь, если вы любите маленький экстрим, приходите вот сюда, Skyview, смотрите. Здесь даже интереснее, чем на рамке Дубая. Да, рамка Дубая тоже такое же есть. Ходите по стеклу, смотрите на город. Вот оно здание. Там машины. Это прикольно. Вокруг дома. Вот. Некоторые люди боятся, ходят по краешку, но это очень-очень здорово. А вот она горка, по которой катаются.
как бы сверху и вниз люди катятся вот туда. На таком вот коврике. А теперь мы посещаем уникальное место, которое называется The Green Planet Dubai. Это тропический лес в самом центре пустыни. Этот удивительный биокупол открыл свои двери в 2016 году и с тех пор радует как взрослых, так и детей, гостей потрясающим разнообразием природы, уникальной атмосферы, переносящей нас в экосистему настоящего тропического леса. Центральную часть здесь занимает гигантское искусственное дерево высотой 25 метров. Оно символизирует жизнь и устойчивость природы, вокруг которого воссоздана целая экосистема, поддерживающая тысячи растений, птиц и животных. Здесь можно встретить более 300 тысяч видов экзотических существ, включая редких рептилий, ярких птиц и даже милых млекопитающих, таких как ленивцы и муравьеды. Капуцины, попугаи ара, летучие лисы свободно перемещаются по куполу, создавая атмосферу живого леса. Еще один молл, огромный торговый центр, Mall of Emirates, или Emirates Mall. И здесь есть парк, ски-парк. Можно покататься на лыжах, на санках. Когда наши дети были маленькие, мы здесь катались на ватрушках. Нам выдавали форму, каски, делали красивые памятные фотографии. То есть, пожалуйста, кто соскучился по снегу в Арабских Эмиратах, может прийти в такой молл, торговый центр огромный, и вспомнить, да. Прямо снег. Конечно же, здесь есть различные и фастфуды, и модные магазины, бутики, ювелирные разные украшения. То есть это огромный, еще один огромный молл в Дубае. Смотрите, какой пол красивый. Все, конечно, чистенькое, аккуратное, вкусный кофе, мороженое, Баскин Роббинс, различные магазинчики, подарки для мужчин, для женщин, для детей, кинотеатры, в общем, огромное пространство. Ски Дубай называется. -2. Ски Дубай. Вот такой вот парк. И даже немножко кажется, как будто... А, нет. Мне показалось, что там такой, как снежок шел. Ну а каждый вечер в Дубае проходит водно-музыкальное шоу, фонтан, Бурдж-Халифа подсвечивается, музыка играет, и толпы людей изо всех стран приезжают сюда. Ну, здесь есть еще Дубай Молл, поэтому можно заняться шопингом, ну и заодно поесть, посмотреть. Вот такое там опера. Очень много народу. Вот такой он Дубай, собственно говоря. Тот, кто говорит, что это пустыня, какая-то не сильно развитая, вы ошибаетесь. Здесь все модные бренды, все модные рестораны, даже ресторан Новиков присутствует. На верблюдах не встречаем. Да, много-много вот. Много-много всего. Надеюсь, что это видео было вам, как всегда, полезно и интересно. Мы вам открыли для тех, кто не был в Дубае, что такое Дубай. Что здесь присутствует все модное, красивое, суперсовременное, необычное. Ну, а вы можете всегда приехать сюда и убедиться в этом сами.
Одним еще из вопросов нашей поездки это было посещение застройщиков и риэлторов в Дубае. Мы сделали несколько важных встреч, интересных, узнали, проконсультировались по поводу инвестиций в недвижимость, узнали особенности, плюсы, минусы, и это войдет в отдельный наш ролик. Сейчас мы как раз стоим перед зданиями в красивом месте, где много новостроек, шикарный молл, и здесь находится офис застройщика. И мы как раз-таки проконсультировались по интересующим нас вопросам. Смотрите отдельный наш ролик, который будет посвящен инвестициям в недвижимость в Дубае и сравнении с недвижимостью в Испании. Карты, так как здесь уже у нас все развито в эту сторону, они, в принципе, сейчас запускают очень много проектов здесь, Джоблали, Даунтаун и так далее. Торговый центр. 750 метров, тут будет торговый центр. Так. Там опера. Отели. Мне также хочется отметить, что в эту поездку мы заметили, что в Дубае идет колоссальное строительство. Здесь строится огромное количество новых объектов. Во-первых, нас поразило качество строительства. Здесь большое внимание уделяется теплоизоляции. И в целом дома строят гораздо качественнее, чем мы можем сравнить с Испанией. Еще один важный момент. Для уменьшения пробок они начали строить так называемые города-спутники вокруг Дубая. Это целые самодостаточные комплексы с жилыми домами, магазинами, офисами, школами, где можно жить и работать, не уезжая в центр города. Нам также очень понравился комплекс City Walk в Дубае, где мы жили неподалеку. Это уютный, продуманный район с низкоэтажными домами, 5-6 этажей, что создает ощущение уюта и спокойствия, совсем не похоже на стандартные высотные здания Дубая. City Walk напомнил нам настоящий европейский квартал. Тут много зелени, аккуратные дорожки, велосипедные маршруты. И все это окружено магазинами, кафе, ресторанами. Атмосфера действительно похожа на север Европы, как будто бы мы попадаем в Финляндию или Швецию. Но все это сделано для комфорта и спокойного отдыха людей, проживающих в этих комплексах. А так, еще интересное место, которое стоит посетить, как нам сказали, это Global Village. Вход 30 дирхам. На одного или на двоих? На каждого. На каждого по 30 дирхам. Различные павильоны, различная культура, кухня. В общем, посмотрим. Вкратце вам что-то покажем. Ну, а я думаю, что при посещении Дубая вы все это посмотрите самостоятельно. Сегодня выходной, народу много. Работает так только что зимой. просто. Да, как сказал водитель, работает только полгода в холодный период. Сейчас холодный считается. Ну что, турецкий павильон. Вообще это очень большая такая территория, которая построена прямо в пустыне. Чувствуется немножко жара, несмотря на то, что вечер. Конец октября. Global Village – это уникальное место. Здесь можно узнать культуру разных стран, континентов. Здесь можно пройтись по разным павильонам и увидеть красивую национальную одежду, украшения, ковры, многое другое, купить это. Прогуляться можно и познакомиться с традициями разных народов, послушать музыку, купить уникальные сувениры. Что, в Афганистане ткут ковры? С матрешками.
Дорогие друзья, мы показали вам лишь малую часть того, что можно увидеть в Дубае. Здесь есть также роскошные отели, пляжи, зоопарки, парки развлечений для детей и взрослых, множество уникальных зданий, ночные клубы для молодежи и взрослых, бесконечные торговые центры. В Дубае каждый найдет себе занятия от спокойного пляжного отдыха до активных развлечений. Если это видео было вам интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много увлекательных путешествий и советов. Делитесь в комментариях, были ли вы в Дубае, что вас впечатлило больше всего, или расскажите, что хотели бы там увидеть. Нам важно знать ваше мнение, ваши советы могут быть полезны другим зрителям. На этом все. Как всегда, здоровья, благополучия, удачи. Адьос, амигос. Увидимся вновь в наших роликах. Пока-пока.